Дорогие друзья, я всех приветствую. Сегодня у нас хорошо началась неделя. На доминации USDT неделя открылась красной свечой, на биткоине зеленой свечой, на Total 3, на капитализации альткоинов зеленой свечой. Мы сегодня рассматриваем с вами бычьи паттерны. Вообще, мы сегодня с вами рассматриваем положительные моменты на техническом анализе. Смотрим доминацию USDT, смотрим биткоин, смотрим капитализацию альткоинов, смотрим, какие паттерны, дивергенции бычьи появились на этих графиках. И это нам говорит о том, что альткоины, биткоины, альткоины, рынок в общем разворачивается на поход вверх. Прежде этого я вам советую посмотреть обязательно видео, которое мы записывали вчера или позавчера. Оно называется «Что будет, если альтсезона не будет?». В этом видео я наглядно показываю, как будут скамиться альткоины, если вдруг мы не увидим альтсезона. Вы сейчас на экране видите где-то тут или тут обложку этого видео. Зайдите на канал, на главную страницу канала, и последнее видео это будет оно. Или предпоследнее, если я это уже выложу, естественно. Вот. Посмотрите обязательно. Почему это надо? Потому что мы, несмотря на то, что рынок может вырасти, там альтсезон состоится, а вдруг не состоится, тоже какую-то часть процентов закладываем, малую. Но мы будем после Нового года, я объявлю о улучшении ребалансировки портфелей. То есть, смотрите, если у вас, допустим, нет портфеля, сейчас самое время его сформировать, потому что рынок разворачивается. Может быть восстановление альты, а за ним выстрел альты дальше, то есть наш булран. Восстановление альты мы уж точно ожидаем. Вот, а дальше посмотрим, что будет, как будет развиваться. Верим, конечно, что будет булран. Поэтому у кого не собран портфель, можно сейчас собрать. У кого уже собран, мы будем ребалансировать портфель. Я проведу диагностику. Это будет все проходить после Нового года в нашем ТГ. Поэтому я советую вам к ТГ присоединяться. Там ссылка внизу, как обычно, в описании под видео. И мы улучшим портфели, чтобы защитить их в том случае, чтобы не было скама, потому что если не будет булрана, будет скам альткоинов многих. Мы добавим те альткоины, которые точно не соскамятся. И сделаем правильный риск-менеджмент, money-менеджмент применим для того, чтобы выйти в больший плюс чуть позже. Если не будет булрана, в этом случае имеется в виду. Если же булран будет, на что мы надеемся, конечно, и верим в это, то ваш портфель вам больше прибыли принесет. То есть диагностика и ребалансировка портфелей, она и так в любом случае вам поможет. У кого нету портфелей, те соберут портфели. У кого есть портфели, ребалансируют их сразу и под крах, и под булран. Вот, для того, чтобы больше забрать. Поэтому всех я приглашаю, присоединяйтесь. Кто меня не знает, меня зовут Рустам Васильевич, я криптотрейдер и инвестор с 2020 года, 2019, там вторая половина 2019. И вот примерно за 5 лет мы показали очень хороший результат в нашем закрытом клубе трейдеров. У нас есть такой закрытый клуб трейдеров, я никого туда не приглашаю. Если нужно будет, открою регистрацию после Нового года, если люди захотят. И нас там 1228 человек на данный момент, насколько я помню. Средняя годовая наша составляет порядка 1000%, потому что мы там трейдим альту. И портфели собираем, и альту трейдим. Среднесрочные, краткосрочные трейды. Вот. Работаем мы только на споте, но будем подключать в этом году на глобальной медвежке также будем подключать шорты. Без плечей. Без плечей. Может там какое-то умеренное второе плечо максимум. И 1000% годовых это не за каждый год. Это не имеется в виду, что за каждый год. Потому что в какой-то год медвежка бывает, да. А 1000% это если все разбить, среднестатистическое по годам. Вот так получается. Сейчас, если мы заберем булран, который мы предполагаем увидеть, то вообще будет шикарно. В любом случае, после булрана, будет он или не будет, но мы, как я уже повторюсь, верим, что он будет, и какие-то многие факторы говорят об этом, мы будем в любом случае и шортить потом.
тоже. На этом тоже зарабатывать. Так, хорошо, я отвлекся. Давайте смотреть, что у нас происходит. Во-первых, хотел бы начать с доминации USDT. Доминация USDT. Что у нас? Свечка красная. Неделя открылась красной свечой. Это переломный момент, я считаю, практически переломный. То есть хорошо, что... Давайте вот так сделаем, включим разметку. Хорошо, что не открылась свеча вот таким образом вверх. Если бы она вверх открылась, это уже был бы потенциал на пробой вот этой красной зоны сопротивления. Но тут все говорит о том, что будет разворот. Вот посмотрите, включим RSI, да, вот индикатор RSI. Посмотрите, RSI за всю историю доминации USDT очень редко был на своей верхней пунктирной, на своих прям хаях. Это было только вот тут, в этом моменте, ну и пораньше, да, тоже было. И смотрите, как RSI красиво отрабатывает. Напомню, на доминации USDT нам надо видеть падение, потому что когда падение, то одновременно биткоины, альты растут. И вот смотрите, вот вот здесь, да, перехай и падение пошло. И вот мы видим, тут падение было. Ну, небольшое, но было. Потом опять RSI на хаях, вот падение пошло. RSI практически на хаях, вот падение пошло. Вот хаи тоже на RSI. Так, вот они. Вот падение. Тут мы видим, что RSI даже не добивал, но доходил, ну тоже падение. Вот здесь не добил до пунктирной, падение большое. Вот тут не добил до пунктирной, падение большое. Тут падение большое. И вот сейчас он прям до пунктирной добил. Ну, соответственно, понятное дело, тут серьезная зона сопротивления раз. RSI уже на своих хаях это 2. Смотрим на то, что у нас фундаментальный фон, там хороший очень сейчас, это 3. Ну, фундаментала мы сейчас не коснемся. А следующее видео я сделаю все факторы, говорящие положительно и на техническом анализе, и на фундаментальном анализе. Поэтому всех прошу ставить лайк, потому что для того, чтобы это видео распространялось на большее количество пользователей, ну, чтобы алгоритмы YouTube разносили его. Вот. И попрошу ваших комментариев. В комментариях, пожалуйста, напишите, что вы считаете, будет ли рост или будет падение, на что вы надеетесь, что вы рассчитываете, будет ли булран вообще или не будет его, или сразу глобальная медвежка. Интересно узнать. Так вот, по доминации USDT такая ситуация на индикаторе. Теперь, если мы посмотрим на доминацию не на недельке, а на дневке, тут тоже красивая ситуация. Мы видим вот этот паттерн, который вот так бы мог вверх пойти, да, то есть была бы перевернутая голова и плечи, и пробой, и вверх. Но это был бы негативный сценарий, тогда все бы начало валиться. Но мы видим, что это не отработало, а вот такой спуск идет. Отлично, есть потенциал на продолжение этого спуска. Но может оно вот так как-то локально еще сделать. Вот это то, на что мы рассчитываем, и падение может быть, ну, очень сильным, вплоть вот сюда, да, к своей зоне поддержки, вот этой. То есть мы видим, да, тут коридор прям идет, и опять сюда может прийти. То, что нам нужно увидеть. Падение будет, я считаю, не резким, да, ни одной там свечой, там, ни двумя свечами вниз. Ну, примерно вот такое какое-то, я думаю, оно будет. За месяц, за два приближение вот сюда. Это значит, что биткоин у нас выше 100 тысяч долларов. Мы надеемся, что не перебивать даже, а к хаям хотя бы подойдет. И надеемся, что альткоины начнут уже выстреливать конкретно. Во-первых, восстановятся на вот этом падении, альткоины и биткоин восстановятся, ваши просадки, в которых вы находитесь, вы из них выйдете. Либо, ну, смотря кто где покупал, например, когда мы формировали портфель, вот только-только сформировали. Вот сейчас он на значениях тех, когда мы только сформировали. Потом к нам чуть попозже люди пришли, когда уже рынок чуть вырос, они сформировали портфель. Они сейчас в просадках. Но это временно. Портфель долгосрочный, соответственно, в него не надо каждый там, день заглядывать, да, там, мониторить его не надо. Либо нервы не портить, либо наоборот не восхищаться, если там вырастет чуть-чуть и не было желания продать, нужно нам увидеть булран. А если не будет булрана, там отведенные какие-то мало процентов, то в любом случае ребалансировка
портфеля нам даст выйти в прибыль чуть попозже. Там не будет скам альткоинов, которые могут соскамиться. Так, идем дальше. Это у нас доминация USDT. Все стало ясно, да? В принципе, вот сегодня понять. Только что дал пост. С утра было хорошее настроение, что наконец мы увидели разворот вниз, паттерн на разворот вниз, и мы можем рассчитывать на хорошее. Теперь давайте на биткоин перейдем. Ну, первое, что хотел бы на что обратить внимание. Смотрите, недавно это вчера, пост давал тоже в нашем ТГ о биткоине, о том, что на биткоине сформировался паттерн, вы его видите на скрине, вот увеличу его. Это бычий паттерн, который называется нисходящий клин, да? Нисходящий расширяющийся клин. И рассчитывали на пробой этого клина. То есть здесь в ТГ я всегда оперативно подаю информацию по рынку на сегодняшний день, что бывает. Также мы тут в ТГ берем прибыль на альткоинах, потому что подаю периодические сигналы на трейды. Вам очень полезно будет тут присутствовать, потому что это наш флагман и ваш флагман. Вы каждый день знаете, что происходит на рынке, плюс на сигналах берете прибыль. Поэтому я всех приглашаю обязательно присоединяться, каждого присоединяться в ТГ-канал, для того, чтобы вы булран не пропустили, для того, чтобы ваш портфель не скоманул, если вдруг не будет булрана. Тут все есть, все будет. Ну и пост вчера подавался, что мы ожидаем пробой этого паттерна. Что мы видим сегодня? Так, это у нас какой тут таймфрейм? Дневной, да? Так, на графике мы видим, что день не прошел. Смотрите, какой красивый пробой. Как сегодня открылся красиво день. График просто дневной свечой уже вышел, пробил этот паттерн и вышел. Это потенциал на рост. Смотрите, учу. Не учу, то есть, а подсказываю, да, каким образом мы определили, что так будет. Первое, во-первых, это паттерн сформировался. Второе, у нас есть вот эта зона сопротивления. И я вам сейчас покажу, почему биткоин может сходить к хаям и даже перехай сделать на данный момент. Ну и вот смотрите, когда биткоин идет в паттерне, он касается нижней его линии, верхней, потом опять к нижней спускается. И когда вот такое начинается, когда биткоин уже вниз не идет, да, чтобы коснуться, как это в прошлом было, а начинает рисовать консолидацию, это первый признак на то, что будет пробой паттерна и выход графика вверх. То есть первый сигнал мы вот тут увидели, вот здесь где-то увидели, что биткоин тут не спустился, а удержался. Это был первый сигнал на то, что будет пробой вверх и рост. Второй сигнал, что будет рост, это мы уже увидели, что есть пробой. И у нас уже есть потенциал на поход вверх. И как мы раньше смотрели в наших видеовыпусках, потенциал будет до где-то 100, 105, 106 тысяч долларов. И вот тут надо будет быть очень аккуратными, очень, потому что мы не знаем. Может быть, это будет формироваться, вот эта голова и плечи, для того, чтобы потом улететь в глобальную медвежку. Но тут есть одно но, а именно вот эта локальная зона поддержки и сопротивления. Смотрите, график эту зону тестировал. Вот тут сверху зона поддержки была, потом пробил ее, тестировал ее снизу, зона сопротивления, пробил, улетел вверх, потом пришел к ней. Несмотря на то, что вот тут есть такая свеча, которая касается вот этой зоны большой, мы не видим вот этот сценарий. То есть график сюда не опустился в этот момент. То есть он так не сделал, сюда провалился и вот тут начал ходить, как вот здесь. Вот в этом случае восстановление было бы очень опасным вот здесь. И очень опасно было, что тут будет уже тогда формироваться голова и плечи на разворотный паттерн вниз уже. Но я думаю, так как биткоин у нас вот сюда не спустился и вот тут не показал консолидацию, а показал ее над, а именно вот тут, так, сейчас это удалю, а именно вот здесь, вот в этом моменте, то есть он удержал эту зону, не спустился под нее, как здесь, то тут появляется уже потенциал на поход на хаи тогда. Понимаете? Это очень хорошо, кстати, вот замечено вот это.
Потенциал на хаи. Если мы увидим перехай, то это будет 140 тысяч долларов за биткоин. Ну, в общем, вот этот момент у нас, я считаю, хороший потенциал сходить к хаям. Ну, будем смотреть, да, как события развиваться будут, какой у нас будет фундаментальный фон, новостной фон, это очень важно. Ну, фундаментал сейчас просто прекрасный, просто. Такого прекрасного фундаментала не было давно. И мы поговорим об этом фундаментале на следующем видеовыпуске. Поэтому присоединяйтесь к YouTube-каналу, ставьте колокольчик там, да, чтобы вам оповещения приходили. Так, дальше смотрим. Еще по биткоину, смотрите, RSI. RSI нам подтверждает рост, что будет рост. Почему? Потому что на RSI дивергенции, я их уже показывал, но тем, кто не видел. Смотрите, вот тут прошлая дивергенция, когда вот тут был спуск вниз, вот тут был подъем, и вот дивергенция вверх и отработала. Бычья дивергенция. И сейчас такая же картина. Вот у нас еще один спуск вниз, и вот у нас еще один подъем. Вот вам еще одна бычья дивергенция, которая подтверждает также, что мы ожидаем восстановления. В каком случае не будет восстановления, а провал вниз? В каком? В том случае, если выкинут, ну или выкинут, или выйдет какая-то очень негативная новость. Ну, я не знаю, какая негативная новость, там война где-нибудь начнется или еще что-то такое. В общем, при негативных только новостях мы можем увидеть сейчас пробой вниз. Так биткоин вообще крепкий. Биткоин уже к своему локальному, ну, дну, если можно так, да, сказать, локальное дно. Он к нему пришел, должен отскакивать. Хорошо, надеюсь, мы не увидим никаких негативных новостей, и все будет шикарно. Давайте смотреть дальше. Капитализация альткоинов. Капа альткоинов это у нас Total 3. Сюда входят все альткоины, кроме эфириума в Total 3. На дневку перейдем. И смотрите, что на капе альтов. ТГ у нас пост за 26 декабря. И график спускался в нисходящем коридоре. И то же самое, что у биткоина. Смотрите, когда график вот тут тронул, здесь тронул, здесь тронул. Все линии коридора касается, вот тут он не тронул, да, вниз не спустился. Это уже был сигнал на то, что будет пробой, на то, что, ну, как минимум консолидация пойдет. Вот тут мы увидели эту консолидацию. Вот здесь еще одно подтверждение, что график не спустился вот сюда вниз. И ожидался вот тут пробой уже вот этого нисходящего коридора. Это бычий коридор, который рано-поздно вверх пробивается. Пост дался. Ожидаем пробоя. Что мы сегодня видим? Вот он на графике, этот коридор. Мы видим, что пробой состоялся. Ура! Хорошо. Есть потенциал на дальнейшее восхождение Total 3, капитализации альткоинов. Это значит, что ваши альткоины, которые в просадке в портфелях, будут восстанавливаться. Опять-таки, в каком случае может быть вот такое? В том случае, если выйдет какая-то поганая новость. И при том, смотрите, при спуске мы видим, что на Total 3 объемы понижаются. Это тоже хороший знак. Если бы они, допустим, повышались, это был бы плохой знак. И то же самое тут у нас, по-моему, по дивергенциям. Ну, давайте диверы посмотрим. Диверы диверами, но еще у нас тут есть на Total 3. Смотрите, все совпало как. Вот эта зона сильной поддержки. Вот эта трендовая линия, которая с дна идет, и график всегда от нее отскакивает. Да? Вот этот паттерн, нисходящий коридор, который уже пробит вверх, показал потенциал на рост. Так, вот это значит у нас объемы. И давайте RSI еще глянем. Ну, в принципе, на RSI, да, на RSI тоже дивергенция. Вот, смотрите. Это вниз, а это, ну, чуть-чуть вверх, да. Небольшая, не, дивергенция, да, нормальная дивергенция бычья. Вот такие у нас на техническом анализе моменты положительные, позитивные, которые нам говорят о том, что рынок готов к восстановлению. Ну, переламывается на восстановление, на рост. Почитайте, послушайте, точнее, подкаст. Подкаст у нас записан за 25 декабря. Чуть пролистайте наверх, увидите. Тут у нас подкаст о том, почему надежда на булран все еще крепка. Так называется подкаст. Ну и тут, естественно, все вот эти расписаны моменты, которые и по фундаментальному, кстати, анализу очень советую прослушать, очень.
Поэтому слушайте, наслаждайтесь. Я буду вас дальше держать в курсе событий, что будет происходить с рынком. Мы каждый день делаем публикации в нашем ТГ оперативно, смотрим на рынок. Но рынок динамичный, да, он может, если особенно там на младшие таймфреймы более смотреть, он динамичный, он может меняться. Что-то отрабатывает, что-то не отрабатывает. Но если на более старшие смотреть, мы видим общую картину, и вы понимаете тогда, что происходит на рынке. Поэтому остаемся, продолжаем, значит, рассматривать рынок. Будем после Нового года диагностировать и ребалансировать, и улучшать, и закреплять, укреплять и защищать ваши портфели для того, чтобы потом или сейчас на булране получить большую прибыль. На сегодня все. Всем пока.